Вау! Это фантастика, ребята! Всем привет! Сегодня будем смотреть на новый дрон от компании DJI. Это новый Neo с циферкой 2. Дрон вышел абсолютно недавно на китайском рынке. 30 октября он был только там анонсирован. Мировой же премьеры еще не было. Говорят, что вроде 13 ноября должно свершиться. Но вот сегодня 11 ноября, день китайской распродажи. И, к сожалению, никакой информации у меня нету. Но данный дрон уже доступен для заказа в Российской Федерации. Я приобрел себе Neo 2 на минималках. Это просто тушка. Видите, какая маленькая узенькая коробочка. И сейчас мы посмотрим, на что же способен Neo 2 на минималках. Небольшой дрон-игрушка, но, в общем-то, здесь есть маркировка 16+. Но давайте разбираться, что же это за зверь такой. Итак, распаковку на данный аппарат вы можете посмотреть в шорте на моем канале. Там, в общем, ничего интересного. В комплекте в коробке лежит только дрон, отвертка, 2 пропеллера и инструкция. Ну и USB Type-C кабель. По своей сути, Neo 2 это высокотехнологичный 2,5-дюймовый ВУП. Если мы, к примеру, возьмем PAVA 25 и положим на него вот так вот сверху, мы увидим, что размеры фактически сопоставимы. Но, как ни странно, PAVA 25 без аккумуляторной батареи чисто субъективно чуть-чуть тяжелее Neo 2 с установленной аккумуляторной батареей. Вот такой вот, ребята, парадокс. На мой взгляд, ВУП получился просто, офигенно крутым. Сверху у нас есть защита от дурака, скажем так, то есть для того, чтобы нерадивый какой-то пилот начинающий не засунул сюда свои пальцы. При желании, конечно, это можно сделать, если у вас достаточно они тоненькие или это ребенок будет пользоваться, но тоже, мне кажется, сложновато. Да? С обратной стороны у нас есть такая же защита, но она является конструктивом рамы, то есть вот такие вот спицы. Значит, что в данном ВУПе выделяет его от своего предшественника? Во-первых, 2 камеры, которые обеспечивают обзор в 360 градусов, камера снизу и камера сверху. Это абсолютно полноценные камеры. Здесь же у нас также имеются инфракрасные датчики. Камера ВУПа получила двухосевой подвес, то есть 2 степени свободы, вот такая и вот такая. Также из новшеств у нас есть абсолютно прекрасный вот такой дисплей, который отображает режимы. И здесь у нас располагается лидар, и флет-индикатор. Лидар нам необходим для того, чтобы наш ВУП понимал жесты, этот ВУП понимает жесты, управление жестами, и, соответственно, определяет расстояние до какого-то объекта, чтобы никуда не влететь при движении, скажем так, прямо. А с боковой стороны на Neo 2 имеются кнопки, которые управляют режимами. Также, если вы просто взяли дрон в руки и нажали на эту кнопку, через некоторое время, а точнее через 3 секунды, он начинает процедуру взлета. Сзади у нас имеется разъем Type-C, который при наличии одной аккумуляторной батареи служит портом зарядки. Либо, если у вас есть специальное устройство, которое называется трансивер, или в простонародье называется рога, который крепится сюда, для чего они нужны, мы поговорим чуть позже, оно, соответственно, также подключается в Type-C разъем и имеет дополнительный Type-C разъем снизу, для того, чтобы вы все-таки могли подзарядить аккумуляторную батарею, вставленную в дрон. Первое, что необходимо сделать перед началом эксплуатации, это поставить на свой смартфон приложение DJI Fly и сопрячь смартфон с вашим Neo 2. Это делается очень просто следуйте указаниям приложения и у вас все получится. Необходимо подключиться к Wi-Fi сети Neo 2 и выполнить некоторые действия. Второе, это, естественно, обновить программное обеспечение. Потом происходит обновление аккумуляторной батареи. Это обязательный процесс. Что еще необходимо сделать, так это загрузить ресурсы. Что это такое? Ваш дрон может работать с такими устройствами, как RC-N3, это пульт радиоуправления, очки Goggle 3,
И, в общем-то, все, что вы видите вот здесь вот на дисплее, данный дрон поддерживает. Самой прикольной фишкой данного малыша является то, что им можно управлять жестами. Давайте попробуем это сделать. Для начала включим дрон просто стандартным нажатием на батарею, двойное нажатие. Дрон запускается. Вернее, как бы тестируется, да. А чтобы, соответственно, взлететь, мы просто нажимаем красненькую кнопочку и взлетаем. Попробуем тебя переместить вот так вот. Отлично. Вот так вот. Вправо-влево. Следит за рукой просто вот как вот влитой, скажем так. Вверх-вниз. Так, вот он приближается. Руки разводим. Ну ты чё, Вася? Во! Стоп! Ну что, режим Follow Me. Давай-ка сделаем так, чтобы он был сзади меня. Сейчас он у меня фронтально располагается. Так, сменим режим. Не, Rocket не надо. Это не... Так, Follow. Rear это, по-моему, сзади. Ну, давай проверим. Давай, 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 давай. Прикольно. Ну-ка, а как вот здесь вот? Не справилась система управления. Не смог он пролезть в эту дырку. Мама, это было опасно. Давай опять через ту же дырку. Вот сюда. Потерял. Потерял. Ну-ка, найдешь? Привет. Пойдем. Отлично. Вот так вот кто-то выгуливает собачку, а я выгуливаю дрона. Ну чё, неплохо. Все, стоп. Молодец, хороший песик. Управлять дроном можно и через мобильное устройство. Для этого необходимо установить на свой смартфон программу DJI Fly, собственно, и сконнектить свой смартфон и Neo 2 по Wi-Fi. Потом нажимаем кнопочку «Подключить», нажимаем сюда и «Подключить через мобильное устройство». Перейти настройки, включаем Bluetooth. Это необходимо тоже почему-то. Ну, в общем, ладно. Возвращаемся в подключение. Так, вот у нас появилось устройство. Подключиться. Идет процесс подключения к Neo 2
через смартфон. Так, здесь у нас идут некоторые рекомендации, говорим принято. Ну, собственно, здесь вот у нас вот так вот выглядит панель управления. Никакого OSD, естественно, нету, есть просто кнопка старт. Мы можем ее запустить. И выбираем, с какой стороны у нас будет находиться дрон. С фронтальной, задней, справа, слева или там, соответственно, по диагонали. Вот, выбираем приближение к себе, среднее, близкое или, ну, как бы далекое, да, выберем среднее. Выбираем высоту. Плоский – это, соответственно, приблизительно на уровне лица. Низкий – это, соответственно, низкий, высокий – это высокий. Понятно, да? Как бы давайте выберем вот таким вот образом. Ну и, в общем-то, больше здесь ничего нету. Сопровождение, это что такое? Здесь есть режимы, соответственно, какие мы можем использовать, какие есть в данном коптере, да, вот, соответственно, он может летать, делать круг, рокет, ну, в общем, смотрите, все, что здесь написано, все можно на этом дроне выполнять. Давайте попробуем просто взлететь, вот, а потом я немножечко расскажу про технические характеристики и отличия данного дрона от своего предшественника, и мы немножечко обсудим, для чего можно использовать дрон именно в этой комплектации, а для чего нельзя. Давайте взлетать. 3, 2, 1. Ну, в общем-то, все то же самое, да? Здесь я могу повернуть, вот так сделать, вот так сделать. Соответственно, могу его чуть-чуть отдалить от себя. Могу приблизить. Давайте близко сделаем. Ну, вот это минимальное расстояние, самое близкое, которое, в общем-то, дрон может к вам приблизиться. Давайте сделаем среднее. Это форвард. Так, давайте вот так вот, чтобы в камеру было видно, да? Вот. Выше. Ниже. Ну, в общем-то, и все, да. Можно давать команды голосом, но, если честно, ну, мне это не очень нравится, как бы, не знаю, нет смысла это показывать. Также есть возможность наклонить камеру, а может быть и нету, нет, скорее всего. Да. В общем-то, вот так вот. Ну, стоп, это вот он, наверное, просто сядет. Используйте джойстик. Ну-ка, иди сюда, родной. Иди сюда, да, давай. Кис. Садись. Ну, не прелесть, а? Данный Neo 2 является просто технологическим прорывом. Здесь напичкано такое количество инноваций и таких вкусных фич, что просто вот его только из-за этого, я считаю, стоит приобрести. И это, собственно, и стало причиной приобретения мной данного дрона. Я ждал что-то, чтобы DJI выпустил что-то подобное. Давайте немножечко вот сделаем такой, сказать, обозрим, да, вот эти технологии, посмотрим, что же здесь такого инновационного. Ну, во-первых, DJI улучшил здесь камеру. Несмотря на то, что камера здесь 12-мегапиксельная и размер матрицы такой же 1,2 дюйма, здесь у нас чуть посветлее диафрагма 2,2 по сравнению с предыдущей версией, где она у нас была 2,8. Оптика здесь сопоставима с 14-миллиметровым объективом. А вот запись картинки данный дрон умеет записывать в 4К 60 FPS и Slow-Mo 4К 120 FPS. Предыдущий Neo умел писать только в 4К 30 FPS. И это на самом деле прикольно. Что же здесь еще? Значит, FOV, да, обзор. Ну, как бы 117,6 градусов, здесь ничего не изменилось. Добавили здесь немножечко внутреннего АЗУ, то есть сейчас у нас 49 гигабайт.
против 22 гигабайт, которое было раньше на Neo 1, будем его так называть. Ну, время полета здесь особо не изменилось, где-то приблизительно 18-19 минут. Все зависит от внешних условий. Сейчас штиль, и, в принципе, в режиме весения дрон провисел где-то порядка 19 минут. Вес данного дрона, как и размер по сравнению с предыдущим, чуть побольше и потяжелее. Этот дрон весит 151 грамм, предыдущий весил 135 грамм. Что еще я вот тут все позаписывал, да, значит, смотрите, батарейка. Батарейка здесь 1606 мАч против 1435 мАч в первой версии дрона. Ну и, собственно, режимы вот эти вот, про которые все уже блогеры, наверное, уши всем прожужжали, это на самом деле офигенно круто. Да, то, что вот можно управлять при помощи ладони, можно его сажать на ладони. Работает это вообще изумительно. Просто дрон как вот реально дрессированный садится на ладошку, и это можно делать даже на ладонь ребенка. Дрон аккуратно садится, и, в общем-то, повредить здесь руку очень сложно. Стоит ли брать версию на минималках? Вот именно такую, как взял я. Все зависит от того, для чего вы, собственно, хотите использовать данный дрон. Вот в такой версии его можно использовать только в одной ипостаси. Это селфи-дрон и больше ничего. Если вы хотите летать по FPV, то тут уже немножечко другая тема. Изначально были немножечко недопонимания в описании, по крайней мере у меня, ну не только у меня, еще у некоторых людей в нашей группе. Вот, думали, что, соответственно, даже вот в такой конфигурации дрон можно подключить к очкам DJI Goggles 3, да, и, в общем, летать и при помощи там RC3 какого-нибудь или M3 пульта управлять данным дроном. Нет, ребята, это не получится. Ну, в общем, процесс бинда на очках запущен. Вот смотрите, что происходит, если я пытаюсь прибиндить к Neo 2. Linking failed. Make sure DJI Neo 2 digital transceiver is installed properly, and then restart aircraft. Ну, в общем, надеюсь, даже те, кто не понимают английский, поняли, что необходимо подключить трансивер, вот эти вот рога. Поэтому, в общем, интрига, она разрешается именно сейчас. Получается, очки забиндить не получится без рогов. В данной версии он имеет линк только с телефоном по Wi-Fi. И управлять им можно только либо с телефона, либо, соответственно, вот такими пасами, руками, да. Вот. Если вы хотите использовать данный дрон как FPV дрон, то для этого необходимо прикупить трансивер, который устанавливается вот с задней части. Он из себя представляет не просто антенки торчащие, да, там у нас OcuSync располагается, 5-й, вот, который позволяет вам, соответственно, присоединяться к очкам и присоединяться к пульту дистанционного управления, ремоут-контроллеру, 3-му или еще чего-то там, очень много чего он поддерживает, полный список можно найти в описании. И тогда вы получаете просто, ну, как бы бомбичный аппарат, да, маленький, юркий, способный снимать синематик-картинку и, в общем-то, радовать вас вообще полетом. Поэтому, что касается рекомендаций, ребят, однозначно рекомендую. Какую комплектацию покупать, решать вам. Есть 3 комплектации, то есть, соответственно, только дрон, дрон и батарейный блок, там что-то еще, и дрон, там очки. Все эти комплектации можно посмотреть на сайте производителя или у дилеров. А на этом все. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, пишите комментарии. Я жду рога и будем тестировать уже Neo 2 как FPV дрон. Всем пока!